Как вы знаете, Государственная Дума держит в поле зрения крупнейшие международные проблемы. Если ситуация с Ираном пойдет по наихудшему сценарию, а для этого есть предпосылки, то Государственная Дума будет рассматривать и заявление по иранской ситуации, которая для нас чрезвычайно важна. Как мы знаем, сейчас на столе несколько сценариев, и среди них и так называемый военный сценарий решения иранской проблемы. Причем, судя по заявлениям ряда государств, этот военный сценарий становится все более вероятным. И это, естественно, вызывает большую тревогу, большое беспокойство. Многое будет зависеть от тех переговоров, которые должны начаться по иранской проблеме 13-14, проведены должны быть 13-14 числа. Естественно, все хотели бы надеяться на то, что эти переговоры будут результативными, однако есть и скептицизм с учетом того, что, несмотря на очень большую политическую и дипломатическую активность вокруг иранской ядерной программы, ситуация идет, к сожалению, не по пути рассасывания, а по пути обострения. И нельзя исключить, что так же будет и на этот раз. Что для нас здесь важно? Прежде всего, представляется исключительно важным сама динамика развития ситуации вокруг иранской ядерной программы. Приведет ли она к военному сценарию? И станет ли 2012 год годом новой войны? Честно говоря, мы от войн несколько устали. Все войны инициированы примерно из одного центра. И происходят они с завидной регулярностью. Если бы Россия не использовала право вето по Сирии дважды при поддержке Китая, нельзя исключить, что и военный сценарий сегодня реализовывался бы и в Сирии. Поскольку у некоторых государств господствует такая логика. Мы сначала начнем какую-то форму интервенции, а потом уже будем разбираться, что делать с этим государством. Вот в Ираке разбираются с Ираком до сих пор, никак не разберутся. И с Афганистаном разбираются уже 11-й год, и тоже никак не разберутся. Не стал бы Иран, как бы не стал Иран еще одним государством, с которым будут разбираться после принятия соответствующих решений. Это первая проблема. Вторая проблема, которая нас, безусловно, волнует, а каковы, собственно, намерения самой иранской стороны, потому что, хотя твердых доказательств продвинутой работы над ядерным оружием, как я понимаю, нет. Доказательства все носят косвенный характер, предположительный характер. Тем не менее, вопрос существует. Чего добивается Иран? Хочет ли он стать ядерной державой? Хочет ли он стать пороговым государством, имеющим технологию для создания атомного оружия, но не создающим такое оружие? Как известно, ряд государств в современном мире являются пороговыми государствами, которые могут создать такой вид оружия, но сознательно отказываются от этого. Или Иран действительно занимается исключительно мирными проектами, и ему приписывают некие намерения, которых у него нет. Это тоже серьезный момент. Мы должны все-таки исходить из того, что существует договор о нераспространении ядерного оружия. Иран – часть этого договора. Он несет определенные обязательства по этому договору. И поэтому Российская Федерация здесь, принимая активное участие в обсуждении этой проблемы, она, естественно, также и заинтересована в том, чтобы иметь ясное представление относительно того, куда движется иранская ядерная программа. И третий момент исключительно важный, это как должна вести себя Россия в этой ситуации. Потому что мы знаем, что есть разные формы воздействия на развитие событий. Есть дипломатические формы воздействия, есть политические формы воздействия, есть механизмы санкций. До сих пор Российская Федерация категорически отвергала так называемый военный сценарий. И из всего, что говорилось
российскими официальными лицами, можно было сделать вывод, что мы готовы поддержать самые разные формы доведения нашей точки зрения и точки зрения наших партнеров до Ирана, кроме военной формы. Вот эта форма поддержки со стороны Российской Федерации, во всяком случае, до сих пор была исключена. Нет оснований считать, что что-то изменилось в этом отношении, однако ограничимся ли мы не поддержкой, или мы можем сделать что-то еще для того, чтобы предотвратить военный сценарий, поскольку военные сценарии не ведут к решению проблем, они ведут к их обострению. Это совершенно очевидно. Мы это видим и на примере Ирака, и Афганистана, и Ливии, и поддержка вооруженной оппозиции в Сирии со стороны друзей Сирии тоже ведет к обострению проблем. Фактически срывается политический процесс, политический диалог. Даже теоретическая возможность политического диалога в Сирии срывается поддержкой вооруженной оппозиции за рубежа. Это же совершенно очевидно. Если все решается на поле боя, то о каком внутри сирийском диалоге может идти речь? Все решается на поле боя тогда. Это всем понятно, и нам говорят, что с одной стороны поддерживают миссию Аннана, а с другой стороны будут выделять $12 миллионов на поддержку вооруженной оппозиции в Сирии. Это как вообще? Как можно поддерживать миссию Аннана, если одновременно вы собираетесь финансировать вооруженную активность? Вот как быть в связи с этим случае с Ираном? И каковы возможности Российской Федерации, что соответствует, при том, что, конечно, мы должны понимать, что мы здесь входим в сферу достаточно сложную, сферу национальных интересов, которые не ограничиваются исключительно, да, суммой подходов к иранской проблеме, они более широкие. И вот здесь наши общие национальные интересы должны быть взвешены и соотнесены с теми интересами, которые у нас есть по иранской проблеме. Конечно, не ядерное оружие является основной причиной готовящегося удара. Не ядерное оружие. Более того, я военный человек, много рисовали на картах, там ядерные удары и прочее нарисовали, но я вам заявляю, это мое мнение, мнение там ряда моих коллег. Ядерное оружие после лишения монополии на его наличие и применение, оно является самым мирным оружием. Это сдерживающий фактор. Проблема Ирана и вообще этого региона состоит в монополии одной страны на ядерное оружие. Это Израиль, это Соединенные Штаты, ну, там Британия и так далее, кто присутствует там. И поэтому говорить, что вот появится у Ирана оружие ядерное, и все катастрофа. Нет, будет и регион стабильнее, и будет возможность искать другие пути сотрудничества. Чего хочет Иран? Чего хочет Иран? Вот, геополитические цели и интересы Ирана. Мы видим их в том, чтобы обеспечить себе безопасное развитие, вот ту динамику, которую имел. И, конечно, есть претензии у Ирана на какое-то лидерство или более высокий статус в исламском мире. Другого ничего не хочет. И тем более Иран там наносить удары, тем более ядерные по кому-то, но это глупость. Это понимают, что это конец государства, конец целой цивилизации. Что касается военного пути решения иранского вопроса. Я считаю, вообще-то это, конечно, путь в никуда. Никаких, во-первых, он трудно осуществим чисто с военной точки зрения. Нанесение удара израильскими ВВС, которые имеют на своем вооружении самолеты F-16, плечо перелета очень большое, несколько дозаправок. У Израиля нет бомб, мощных бомб для поражения заглубленных объектов. Ну, конечно, Соединенные Штаты могут им это дело все поставить, но чисто с военной точки зрения операция крайне сложная, и самое главное, что результата она вряд ли достигнет. Во-первых, нет ни у кого точной информации
где находятся, если таковые есть, объекты, где иранцы осуществляют свою ядерную программу. Они под землей, это тоже известно. То есть уничтожить, полностью уничтожить иранские ядерные объекты, это нереально. То, что последствия, это консолидация иранского общества и наоборот, если таковая программа есть, она будет только ускорена и в конце концов реализована. Хотим мы этого или не хотим, но ядерное сдерживание пока никто не отменял. Ядерное сдерживание прекрасно работало в худшие годы холодной войны. Ядерное сдерживание работает между Индией и Пакистаном. Я думаю, что ядерное сдерживание могло бы работать и на Ближнем Востоке. Может быть, тогда бы Иран и Израиль могли бы, так сказать, пойти на какие-то меры транспарентности, заключения каких-то соглашений, что сейчас, конечно, невозможно. Но это, естественно, такие плюсы, с моей точки зрения, они не очевидные, но они, в принципе, есть. Что касается вот военной составляющей нашего разговора, она действительно не исключена, но вот, возможно, все-таки отодвигается. Скажем, вот вчера, по-моему, генсек НАТО Рамуссен заявил, что НАТО пока не планирует удар по Ирану, официальное заявление. Но что же все-таки произойдет, если вот этот удар состоится? Вот именно таким способом можно подвинуть Иран к обладанию ядерным оружием, потому что тогда Иран неизбежно выйдет из ДНИАУ, мотивируя это тем, что, значит, этот договор его ни от чего не защищает, и будет вынужден заниматься производством ядерного оружия. Вот это может быть одна из бед, которая последует за тем, что, значит, вот этот удар будет нанесен. Я бы хотел немного внимания обратить вот на одну такую вещь. Действительно, вот санкционный режим, который активно внедряется и, значит, имплементируется против Ирана, ну, это не катастрофическое для него развитие событий, но достаточно тяжелое. И действительно отражается на иранской экономике, на состоянии, так сказать, уровня жизни населения, на простом иранце. В то же время, вот постоянно ограничительные меры, которые против Ирана предпринимаются, они все-таки подталкивают Иран в взаимодействие с региональными государствами, в том числе, в первую очередь, с Россией, потому что мы, так сказать, имеем очень большое поле для развития хороших экономических связей. Посмотрите, вот иранцы уже вкладывают хорошее средство в развитие астраханских портов. И это позитивный момент. Значит, идет сейчас разговор о том, чтобы развивать отношения экономические, значит, между северными регионами Ирана и южными регионами России. Причем даже вот на севере Ирана создана специальная рабочая группа по работе с Россией. Активно идет работа на дагестанском направлении. Иранцы видят его удобным путем для, скажем, своей продукции, транспортировки в Россию там, и в другие страны, и России это выгодно. Вот буквально 12 числа или 13 предполагается визит губернатора одной из провинций Гилян, значит, в Махачкалу. Другие моменты есть, ведь и в нефтяной сфере мы можем поставлять оборудование, и, да, значит, и в технологии, которые не попадают под санкции. Вот широкое поле, которое для работы, которое может в условиях нынешнего санкционного режима открывается вот для России, для других стран. Потому что Иран действительно вот в этом плане наш очень перспективный партнер.